Немецкая овчарка. Самая узнаваемая порода собак в мире. Преданная, умная, смелая. Уже более сотни лет она помогает человеку в различных сферах деятельности. Дарит радость общения всем, кто прикоснулся к целому миру под названием немецкая овчарка. Нет смысла повторяться и говорить об истории создания этой породы. Об этом написано немало книг и снято множество фильмов. Цель этого фильма – рассказать о том, какой смысл в создание этой породы вкладывали ее создатели Макс фон Штефаниц и его единомышленники. Какой они видели эту прекрасную породу и ее роль в жизни человека. Набор качеств немецкой овчарки сделал ее самой популярной и лучшей служебной породой собак в мире. Для понимания, какой должна быть немецкая овчарка, обратимся к стандарту этой породы. Впервые стандарт этой породы был редактирован в 1899 году. В последующем вносились изменения и дополнения к первоначальному стандарту. Эти изменения касались, как правило, внешних признаков породы, ее анатомии. Но вот что касается темперамента немецкой овчарки, ее характера, ее внутреннего содержания, то тут все осталось в неизменном виде. Те цели, для которых выводилась эта порода, и сфера ее практического применения остались прежними. Вот что об этом прописано в стандарте породы. Немецкая овчарка должна быть, согласно представлению о темпераменте, уравновешенной, с крепкими нервами, уверенной в себе, абсолютно искренней и полностью добронравной, за исключением возбужденного состояния, собакой, при этом внимательной и управляемой. Она должна обладать мужеством, боевым инстинктом и твердостью, чтобы быть способной служить собакой-компаньоном, охранной, защитной, служебной и караульной собакой. Нет необходимости заострять внимание на формулировке «собака-компаньон». И хотя в кинологии это понятие имеет свой смысл, тем не менее это обобщающее понятие, и для кого-то компаньоном может быть и медведь. Исходя из стандарта, немецкая овчарка должна быть охранной, защитной, служебной и караульной собакой. Вышеперечисленные виды служб предполагают то, что собака в процессе несения этих служб должна уметь противостоять злоумышленнику. Фундаментом, позволяющим максимально качественно противостоять злоумышленнику, является боевой инстинкт, который указан в стандарте породы. Вот на этом боевом инстинкте я остановлюсь подробнее. Если вы обратитесь к научной литературе, то вы нигде не найдете четкого описания такого инстинкта в чистом виде, за исключением некоторых пояснений этого явления. Но само по себе словосочетание «боевой инстинкт» дает четкое понимание, о чем идет речь. Слово «боевой» значит относящийся к ведению боя. Слово «инстинкт» значит врожденная способность. Стало быть, боевой инстинкт означает не что иное, как врожденная способность вступить в бой. В случае с немецкой овчаркой это означает врожденная способность собаки вступить в бой с человеком. Теперь понятно, почему именно такое словосочетание применили Штефаниц и Майер, создавая стандарт немецкой овчарки. Желание вступить в бой с человеком должно быть у немецкой овчарки на генетическом уровне. Это должно быть именно врожденным качеством. Желание вступить в бой с человеком – основное качество этой породы, поэтому и прописано в стандарте на уровне инстинкта. То есть, по сути, Макс фон Штефаниц и его единомышленники создали породу собак для боя с человеком. Другие качества, прописанные в стандарте – уравновешенность, управляемость, уверенность – позволили сделать из немецкой овчарки лучшего помощника для служебного применения. Но именно желание вступить в бой с человеком сделало из немецкой овчарки лучшего защитника и охранника. В стандарте любой другой служебной породы собак не упоминается это качество
на уровне инстинкта. Стандарт дает четкое руководство в племенном разведении той или иной породы. Специфика применения собак диктует отбор по качествам, присущим породе. Тестирование племенных собак обязано проходить по выявлению основных качеств этой породы. Тесты для племенного отбора немецких овчарок должны быть направлены на выявление способности служить охранной, защитной, служебной и караульной собакой. Важными являются тесты, позволяющие отобрать собак, которые будут безупречно управляемыми, но особое, главенствующее значение имеют тесты на выявление боевого инстинкта. Вот и рассмотрим, по каким критериям в настоящее время ФЦИ и ВУСФАУ, а именно они де-юре, законодатели в этом, проводят отбор собак в племенное разведение. На испытаниях на выносливость, проверки на дисплазию, оценки по экстерьеру я не буду заострять внимание. Все это уже множество раз обсуждалось на информационных просторах. Я коснусь тестирования на принадлежность собак к тем службам, для которых создавалась эта порода – охранной, защитной, караульной. Итак, из нормативных документов. Для участия собаки в племенной работе должны быть подтверждены испытания ТСБ, в которые входят оценка мужества, желание борьбы и управление под давлением. Также необходимы документальные подтверждения о прохождении дрессировки собаки ИПО, или как сейчас переименовали IGP, или в зависимости от страны ОКД плюс ЗКС, КНПВ, мандьоринг. Или по решению комиссии в особых случаях могут быть признаны дипломы по другим службам, похожим на вышеперечисленные. На этих кадрах мы видим, как происходит тестирование немецких овчарок шоу разведения. Первое упражнение. Отражение внезапного нападения. Внезапным это нападение называется условно. Собака прекрасно знает, что за укрытием находится фигурант, и собака уже сотни раз до этой проверки выполняла это упражнение на тренировках. Второе упражнение. Лобовая атака. Все, кто хоть немного сталкивался с разделом защита, понимают, что на этих кадрах происходит игра, в которой фигурант и собака являются партнерами. Игра основана, как сейчас принято говорить, на инстинкте добычи, хотя это и не совсем корректная формулировка. Собака не видит в фигуранте угрозу, а постоянные занятия в этом русле убедили собаку в том, что никакого конфликта в этом процессе не будет. Вот и играет собака в эту игру с удовольствием. Все это действие никакого отношения к выявлению боевого инстинкта не имеет. Как, впрочем, нет в этом действии и проверки на твердость характера и мужества. Учитывая все это, можно с уверенностью сказать, что данное мероприятие никакого отношения к племенному разведению породы немецкая овчарка не имеет, так как регламент данного события не предусматривает проверку качеств собаки для несения охранной, защитной, караульной служб. Еще одно направление – это рабочее разведение. Критериями в этом направлении является норматив ИПО, или как сейчас его переименовали в IGP. ИПО, без всяких сомнений, это сбалансированная программа, дающая возможность проявить себя на международном уровне, участие в которой принимают профессионалы своего дела. До автоматизма отточенная и выверенная работа как спортсмена с собакой, так и фигуранта. С одним лишь только «но». Данный норматив не может быть критерием для племенного отбора немецкой овчарки. В ИПО нет ни должного давления, ни жесткости, ни длительности нагрузок. Удары стеком даже не поворачивается язык назвать ударами.
По сути, для прохождения этого норматива можно подготовить спаниеля или лабрадора. Был бы хороший инстинкт добычи и драйв, как сейчас принято говорить. В общем, тот же механизм, как и в шоу разведений, а именно игра с рукавом, где фигурант – партнер в игре. Только с той разницей, что количество навыков и сложность их выполнения в игре под названием ИПО во много раз превосходит игру на шоу-выставках. Поэтому для рабочего разведения и отбираются собаки с сильной мотивацией, более быстрые и энергичные, но само по себе направление рабочей линии правильнее называть спортивным. При этом необходимо понимать, что и рабочее разведение не соответствует нормам племенного разведения породы немецкая овчарка, так как нормативы этого направления не направлены на выявление качеств, необходимых для несения охранной, караульной и защитной служб, согласно стандарту немецкой овчарки. Сейчас вы видите, как собака на соревнованиях по ИПО, перепутав фигуранта с судьей, бежит к нему с целью произвести хватку. Не переживайте, судье абсолютно ничего не угрожает. Эта собака безобидная для окружающих. Она просто ищет рукав, чтобы поиграть с ним. Для этого собаки и приезжают на соревнования по данному нормативу. На этих кадрах я со своей немецкой овчаркой, которой уже 12 лет, играю с рукавом. И эта старушка тоже не против вспомнить молодость. В отличие от проверки собак на шоу-выставках и на соревнованиях ИПО, я наношу удары по собаке, а не имитирую их. И даже это никоим образом не влияет на возникновение конфликта между нами. Собака остается дружелюбной и готовой продолжать эту игру. А это уже молодой кобель, и с ним я могу поработать еще жестче. Играя со своими собаками, я себе позволяю наносить жесткие и сильные удары. Собаки это воспринимают как тренировку, без всяких плохих последствий в наших отношениях, как отработку приемов спортсменами, которые занимаются единоборствами. Мы партнеры в этой игре, в игре, которая никакого отношения не имеет к натаске собаки для реальной схватки с противником. И тем более, игра, которая никакого отношения не имеет к племенному допуску немецкой овчарки. В качестве примера можно привести общедоступное видео Акара Картаго. Акар – великолепный спортсмен, чемпион мира по ИПО 1995-96 годов. Давайте посмотрим его работу, выходящую за рамки норматива ИПО. Hey Alter, hast du mal eine Mark? So, immer beiseite, da mein Hund versteht keinen Spaß, ne? Sind wir weg da? Если честно, то совсем непонятно, зачем хозяева Акара выставили это видео на всеобщее обозрение. Но уж если они это сделали, то каждый вправе дать свою оценку увиденному. Итак, по сути происходящего. При первых же болевых ощущениях собака демонстрирует, мягко говоря, неправильное поведение. Всем своим естеством она показывает, что ей некомфортно. Еще немного усилить давление, и собака откажется от борьбы.
Если бы это были соревнования, то судья уже дисквалифицировал бы собаку за такое поведение. А ведь на видео нагрузка на собаку по сути детская. И причина такого поведения совсем не в том, что Акар не имеет опыта такого тренинга. Причина во врожденных качествах этой собаки. Причина такого поведения в том, что собаки для ИПО выбираются из тех, которые готовы играть с фигурантом, а те, кто это делает лучше всех, становятся чемпионами. Еще раз повторюсь, Акар великолепный спортсмен, и задачи, которые перед ним ставили, он выполнил на все 100%. Он и не должен вступать в реальную схватку с человеком. Совсем не для этих целей выводят собак в рабочем разведении. Цель рабочего разведения – спорт, со всеми вытекающими из этого последствиями. Увы, но такова философия понимания рабочих собак в Германии на сегодняшний день. А так как Германия является ориентиром для подавляющего числа заводчиков немецкой овчарки, то их принципы многими приняты за догму. Рассмотрим всевозможные нормативы, популярные во многих странах, в которых есть раздел защита, мандьоринг, КНПВ и прочие ринги. На этих кадрах мы видим прекрасную, просто завораживающую работу собак. То, как работают фигуранты, говорит о их высочайшем профессионализме в своем деле. Объединяет все эти нормативы то, что фигуранты работают в защитных костюмах, что дает возможность собакам производить хватку в разные места. Что дает такая работа в вопросе наличия боевого инстинкта? А ничего не дает. Это такая же игра, как и в ИПО, с той лишь разницей, что игрушкой является защитный костюм. Во всех этих программах нет и намека на давление, которое должно оказываться на собаку, если мы говорим о рамках тестирования. Нет ни должной жесткости и тайминга в ударах, ни проверки на мужество и твердость характера. Есть только спортивная составляющая, норматив с определенным набором навыков и сводом правил, в котором дрессировщики соревнуются в умении качественно подготовить собаку, вывести ее на пик формы, бороться за каждый балл и занять максимально высокое место. Рассматривать ЗКС разных редакций и прочие программы нет смысла. Все они как братья похожи в своем фундаменте. Та же игра с фигурантом в костюме. Везде похожий набор навыков. Одним словом, спорт. На этих кадрах в качестве игрушки для моей собаки служит защитный костюм. Хотя со стороны может создаться впечатление, что собака ведет борьбу со мной. Но как только я даю собаке команду о прекращении упражнения, она тут же успокаивается и радостно продолжает со мной общаться. Со своими собаками я играю в костюме во много раз жестче, чем во всех нормативах Мондио, КНПВ, ЗКС и прочих рингах. И тем не менее, это всего лишь дружеский спарринг, не говорящий о том, что собака готова вступить в реальную схватку с противником. Эти кадры – это еще и ответ на вопрос, почему собака, пройдя различные нормативы и тренировки на костюм, так и не выполняет охранные и защитные функции в реальных условиях. Все мои собаки с нетерпением ждут следующего раза, чтобы в такой манере со мной поиграть. И я вам больше скажу, что можно было и не напрягаться вовсе, не надевать костюм или брать рукав, а просто поиграть в такой же манере с мячиком. Результат, я вас уверяю, будет тот же.
А на соревнованиях, не солидно было бы играть с мячиком. Поэтому и надевают костюм для важности, и чтобы зрителям интереснее было. Вы спросите, а зачем тогда все эти рукава, костюмы и прочая амуниция, и работа в ней? Я вам отвечу. Это примерно как спортсмены боевых искусств. Бьют грушу, мешок или лапы, которые держит тренер. Естественно, все эти приемы служат для улучшения качеств собаки, и их применяют в тренинге для общей физической подготовки. Как я на этих кадрах, играя со щенком, которому 3,5 месяца. Но когда речь идет о племенном отборе и о подготовке собак для реального боя с человеком, то все это имеет второстепенное значение и используется как дополнение к раскрытию потенциала собаки. Использование в различных авторских программах работу в наморднике в различных упражнениях не выявляет наличие боевого инстинкта, а в большинстве своем является просто моделью поведения собаки, ее ответной реакцией на приобретенный опыт, и эти кадры этому доказательство. И если для проведения тестов использование намордника целесообразно, то для натаски собаки для реального боя намордник абсолютно не нужен. Агрессивное поведение собаки и проявление активной оборонительной реакции никоим образом не указывает на наличие боевого инстинкта. Естественно, что весь этот инструментарий используется в тестированиях и в подготовке собак, особенно в изолированных испытаниях, как любят говорить дрессировщики старой школы. Но это все является лишь второстепенным дополнением к основным испытаниям собак. Различные усложнения, использование 2, 3 и более фигурантов, задержание в огне, в воде, применение всяких мешков, сумок, подушек, использование скрытой амуниции и прочей атрибутики добавляют только лишь эффектов для зрителей на выставках. И ничего плохого в этом нет. Это спорт с собаками, шоу для зрителей. Возможность хозяев собак наслаждаться общением со своими питомцами. Каждый вправе разводить таких собак, которые ему нравятся. Каждый вправе пропагандировать такой норматив, который ему интересен. Но когда мы говорим о племенном разведении немецкой овчарки, собаки, которая была создана, чтобы нести караульную, сторожевую, защитную службу, то это другая философия. Другое понимание в подготовке и выращивании собак. С 2010 по 2014 год включительно, то есть на протяжении 5 лет, я был организатором профессиональных турниров на призы клуба «Каскад», где проводились соревнования по разделам послушания и защита. Все турниры, начиная с первого, имели статус международные. Составляя программу соревнований, я внес в раздел «Защита» непрерывную 3-минутную борьбу в разных положениях и 6 максимально сильных ударов по спине собаки. Так вот, эти 6 ударов и явились откровением для многих участников соревнований, а ведь турниры «Каскада» собрали чемпионов своих стран по различным нормативам: ЗКС разных редакций, Мандьоринг, Русский ринг, ИПО и прочие. Благодаря большим денежным призам, а к слову сказать, на главном турнире каждого года, начиная с 2011, чемпион мог заработать $10 000 США, при условии, что он покажет лучшее послушание и лучшую защиту. Наши соревнования собрали настоящих профессионалов в подготовке собак: офицеры внутренних войск, пограничных войск, милиции, офицеры антитеррористической группы «Альфа», чемпионы различных рингов, участники чемпионатов мира по ИПО.
Все они выступали со своими собаками на турнирах каскада. Многие мастера дрессировки готовили собак на наши соревнования. И несмотря на это, подавляющее большинство собак просто отказывались от борьбы, хотя эти 6 ударов и длительность борьбы, которые стали для многих непреодолимой преградой, это детская нагрузка по сравнению с племенным допуском немецких овчарок клуба «Каскад». Одной из основных целей соревнований и было показать всю несостоятельность племенного отбора и методов подготовки в служебном собаководстве именно в разделе «Защита». Программа соревнований «Каскада» никоим образом не критерий в племенное разведение. Она является таким же спортивным нормативом, хотя и самым жестким в служебном собаководстве. Ни один норматив не может быть пропуском в племенное разведение. Совсем другие механизмы задействованы в племенном отборе собак. На соревнованиях «Каскад» была традиция. Любые желающие из числа зрителей могли надеть костюм и поработать с немецкими овчарками «Каскада» в любой манере. Им разрешалось все – бить, кричать, толкать собаку. Мало того, на всех 5 желающих, а именно такое количество мы выбирали из зрителей, пускалась одна и та же собака, чтобы показать, что такая нагрузка на настоящую немецкую овчарку – это обычное дело. Это один из моментов, показывающий принципы и философию моего понимания, какой должна быть настоящая немецкая овчарка. На поле приглашается первый желающий попробовать на себе, что такое задержание служебной немецкой овчарки. Проходим сюда. Нет. Разрешено делать все, бить, кричать, толкать собаку, бороться с ней. Все, что вздумает, этот человек может делать. Последний работайте активнее, а то не думают, что наш человек. Если вы посмотрите нормативные документы ФЦИ и ВУСФАУ о прохождении племенного допуска, то вы там найдете массу всего. Инструкции экспертам, заводчикам, фигурантам, нормы приготовления площадок, какие документы нужно предоставить, какую амуницию применять во время испытаний и прочее. Все учли. Только забыли, а собрались-то зачем? Забыли внести проверку на наличие боевого инстинкта, прописанного в стандарте, который они же и утвердили. Мало того, еще и проверку на мужество и твердость характера подменили на бесполезное махание стеком над собакой, боясь до нее дотронуться, чтобы она не испугалась. Исходя из вышесказанного, без всяких сомнений можно говорить о том, что ни одна из ныне действующих официальных программ ФЦИ и ВУСФАУ не направлена на выявление боевого инстинкта у немецкой овчарки. И тут возникает вопрос, а как можно заниматься разведением собак для охраны и защиты, не тестируя их, исходя из специфики применения? Ну вот, к примеру, о каком качестве яхт-терьеров можно будет говорить, если критерием племенного отбора у этой породы будет игра в норе с плюшевой игрушкой в виде лисы? Или питбуль, доказывая свою принадлежность к породе, будет сражаться не с такими же гладиаторами, как он сам, а играться с тряпчаной игрушечной собакой? Ответ очевиден. А также очевидно и то, что племенной допуск ФЦИ и ВУСФАУ совершенно не соответствует стандарту немецкой овчарки. И хоть это парадокс, но это факт. И для того, чтобы убрать это несоответствие, эти руководящие организации должны либо поменять стандарт,
что было бы странно, либо поменять правила племенного допуска. Если кто-то не согласен со мной, то мой вам совет: изучите внимательно стандарт породы немецкая овчарка и правила племенного допуска ФЦИ и ВУСV. Проанализируйте и сопоставьте их. И я вас уверяю, после этого все разногласия между нами исчезнут. Разговоры о том, какое направление немецких овчарок лучше, шоу или рабочее, пустая трата времени. Упоминание различных линий разведения, голландские, ГДРовские, чешские, да хоть китайские, не более чем маркетинговый ход с коммерческой целью. Немецкая овчарка, она одна, та, которая соответствует внутреннему содержанию, прописанному в стандарте, та, которая соответствует критериям ее практического применения. По-настоящему смелые и жесткие немецкие овчарки встречаются в любом из направлений. Они есть у представителей любых линий, с одним лишь условием: если заводчик в частном порядке, по-честному и жестко тестирует свое племенное поголовье. Почему в частном порядке? Потому что нет на сегодняшний день международной организации, которая занималась бы честно и правильно разведением немецкой овчарки. Резюмируя, можно со стопроцентной уверенностью сказать: если заводчик, занимаясь разведением немецкой овчарки, не ставит во главу выявление главного качества этой породы – боевой инстинкт, то он занимается чем угодно, но только не племенным разведением немецкой овчарки. Если заводчик не проводит тестов на наличие боевого инстинкта и степень его проявления, то он разводит какую угодно породу, но только не немецкую овчарку. Что касается боевого инстинкта, степени его проявления, тестов и экзаменов, с помощью которых это определяется, то это тема для отдельного фильма. Да и людям, не посвященным в этом вопросе, по всей видимости, будет скучно и неинтересно на это смотреть. А тем, кто занимается профессионально разведением немецкой овчарки, я надеюсь, нет нужды напоминать, как именно определяют наличие и степень проявления боевого инстинкта у этой прекрасной породы. А что касается критики в сторону немецкой овчарки, разговоров о том, что эта порода уже не та, и что другие породы уже ее опередили в качестве охранной и защитной собаки, таким специалистам хочется сказать: немецкая овчарка была, есть и будет лучшей охранной, защитной, служебной и караульной собакой. Благодарю вас за внимание. С вами был Петручок Владимир, основатель клуба «Каскад» и программы племенного разведения «Немецкие овчарки выдающихся предков».